Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Скорпион. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 1 по 10 декабря. Давайте узнаем, что или кто появится неожиданно. С чем или с кем это будет связано. Возможно, это будет новость или как информация, которую вы услышите. А может быть, это как неожиданная возможность, как оказия, мои дорогие, в которой вам доведется принимать и важные решения, и, может быть, какой-то первый шаг делать. Не исключаю, что это будет связано как кто, именно персона, конкретный человек, который приходит в вашу жизнь или приносит вам какую-то весть, и она имеет для вас значение. Словом, давайте узнаем. Знаки судьбы. Что нужно услышать, что важно знать. Мы не задаем вопросов, потоковая информация, которую вам хотят передать карты. Может быть, что-то и происходит, случается, да, ведь не без этого. Но вот какие акценты в знаках судьбы нам расставляют карты. И колода 78 дверей, принципиальное значение, имеют двери открытые или закрытые. Каковы ключи? 3 знака судьбы, а следующий на колоде Таро. Так все же, что или кто появится неожиданно. Для скорпионов с 1 по 10. И немножко раскроем эту тему. Следующая карта. На пороге каких событий вы стоите? Что или кто, может быть, вот как раз идет в вашу жизнь, но и какое продолжение с этим следует, самое главное, к чему, может быть готовому. И третья карта, опять же, продолжаем. Так вот, как в конечном итоге это все обернется, к чему все идет? Достанем карту по основным сферам жизни. Первое – это чего ждать в личной жизни, взаимоотношениях в целом и вопросы любви, пары. Что вас ждет в сфере финансов и чего ждать в ваших достижениях? Здесь у кого-то учеба, у кого-то работа, бизнес. Может быть, это важные встречи, контакты, но в целом ваши планы. Итак, первый знак судьбы. Но уже любая тройка – это всегда карта будущего. Человек как будто завершает свою работу или, может быть, сдает такой экзамен своего рода. Часто ведь именно ремесло идет по тройке пентаклей. Или когда мы что-то изучаем. И это не ради любопытства. Мы приобретаем знания, а в последующем нам эти знания помогают сделать карьеру или быть более востребованным на рынке труда и иметь более интересный эквивалент в плане финансов, благодаря нашей занятости, труду или нашей экспертности, занимаемой должности, к примеру, или само по себе занятие. Может быть, это то, что нам дает возможность работать из любой точки мира, потому что это на самом деле, когда у нас есть не просто знания, да, а вот еще навыки, именно какие-то скиллы в руках, мы не пропадем в любой точке мира, это точно. Поэтому кто-то, даже не взирая на свои дипломы, может задуматься в зависимости от ваших планов. Неплохо бы мне еще дополнительную профессию приобрести. Я этого не исключаю. Может быть, к этому будет подталкивать финансовая ситуация. Ну или кто-то банально, да, по тройке пентаклей будет сейчас какие-то математические расчеты проводить по части финансов. Второй знак судьбы. Для кого-то это будет связано с переездом. Все то, что я говорила, может быть, работа из любой точки мира. Может быть, кто-то осваивает новые ресурсы. И у нас цифровая эпоха, и неважно, из какой страны мира вы смотрите, уже во многих странах, я знаю, объявлено, что да, именно цифровизация проходит по части финансов, и это будет необходимо нам изучить, как это вообще все работает. Может быть, вы теперь где-то с 1 по 10 понимаете, да нет, уже не будет, как прежде. Тут мир настолько все перестраивает, или обстоятельства, все меняется, причем очень быстро, ведь это карта скорости. Но это еще и карта успеха. Поэтому знание для вас сила, хочется сказать. Это вас прям, знаете, как к успеху не просто ведет, а вы мчитесь, я бы даже так сказала. Растет ваша популярность. Для кого-то иногда по колеснице проигрывается, ну, как пространство, понятно, да? Интернет. Может быть, это работа, которая как раз вам дает возможности и путешествовать, переезжать, и быть, может быть, человеком медийным, популярным, да?
Но это карта успеха, того успеха, который не буквально с 1 по 10, а это какой-то путь, траектория к этому успеху. Но карта нам говорит: не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Но что-то будет продолжено. Уже со второй карты нам дают такой аркан, как бы как подсказку, как знак судьбы. Это не короткая траектория, это что-то и судьбоносное, и на более длительную дистанцию. Причем за время этой дистанции то что-то ускоряется, причем стремительно. Ну, где-то и пауза, словно остановки, они тоже неизбежны. Третий знак судьбы по судьбе. Часто ведь верховный жрец как раз об этом и говорит. Может быть, это у кого-то в личной жизни, почему нет? Ведь это традиции карта и одновременно оформление как каких-то бумаг. Когда мы, кто-то буквально, может быть, как бракосочетание, венчание, мы именно оформляем отношения на бумаге. У кого-то что-то будет связано, может быть, с работой. Или по этой карте, если с учетом ретро-урана, вы можете переписывать, как бы, да, переделывать контракты, соглашения, какие-то важные бумаги, именно так, как предусматривает закон. Ведь всегда по верховному жрецу закон где-то тоже проходит, как и традиции. Мы не делаем, не ломаем что-то. Тут наоборот, мы что-то отстраиваем как-то по-новому и как будто фиксируем. И тогда отчасти закон вас будет тоже сохранять. Но мы часто говорим по верховному жрецу, ведь это мудрец, это где-то и учитель, и ученик. Мы готовы, как и учиться сами чему-то, но и вы, мои дорогие, для кого-то как учитель. Тут явное будет взаимодействие, но всегда ключи в ваших руках. Нет закрытых дверей для вас, но вам с чем-то определиться придется очень важным, судьбоносным. Что или кто идет, появится неожиданно. И появится, и идет. Неожиданно, да? Такая волшебная карта, мои дорогие любимые скорпионы. Шестерка пентаклей – это помощь высших сил. А тут ведь и правда судьбоносный момент. Вам как, знаете, ангелы небесные хотят, чтобы вы, мои дорогие, были счастливы. Тут какое-то взаимодействие может быть очень правильное, такое гармоничное, красивое, как и отчасти в личной жизни, правда. А у кого-то какая-то финансовая история, да, ну, тоже как-то выравнивается. Мы понимаем, зачем это нужно. Вот, кстати, по части взаимопомощи. Знаете, вот шестерка пентаклей – это карта финансового успеха, именно финансового успеха. Но есть еще и такое значение, что помни, кому помогаешь. А это, наверное, мои дорогие, как по Хирону в Овне. Вот, кстати, я оставлю статью, перейдите, прочитайте. Она у меня написана уже давненько, но у нас это транзит планетарный вплоть до 27-го года, с заходом даже на 27-й. И это как прообраз израненного целителя. Вот выздороветь от какой-то ситуации болезненной, да, от какой-то пиковой, тупиковой, может быть, одновременно, как и эмоций много, и вперед как бы не пойдешь, когда вы вынуждены были, ну, как какое-то время, ну, как быть без времени. Вот здесь вот все начинает свое движение, вот это точно, с учетом аркана колесница. Но просто поступить нужно как-то очень правильно, поскольку по этой карте мы принимаем чью-то помощь. Это да. Но сказать, что, к примеру, мы даем деньги взаймы, мы ведь спросили, что или кто появится неожиданно. Ну, может появиться неожиданно человек, одолжи денег, скажет. Я такого не исключаю. И значит, мы как-то красиво и не поссориться, но и денег не дать. Ну, вот буквально так. Помни, кому помогаешь. Я должна об этом сказать, потому что, ну, вам нужно какую-то свою траекторию просчитывать. Но здесь может вам какая-то помощь прийти. И, может быть, она связана как и с конкретным человеком или как какая-то оказия, возможность сделать первый шаг в чем-то. Но тут нужно и себя сохранять тоже. Ладно, так а на пороге каких событий вы стоите? Ну, точно сохранять себя нужно. Уметь говорить как бы нет или уметь отказывать, но делать это более чем элегантно. Старший аркан жрица, вы, кстати, можете узнать какую-то тайну, но вы можете сказать себе спасибо за то, что красиво выйдете из какой-то сложной ситуации. Ведь буквально
по этой карте, если мы уходим от какой-то конфронтации или мы с кем-то, допустим, не согласны, а нас настойчиво втягивают в какой-то вопрос или в какое-то дело, занятие, а мы с этим опять же, ну не хотим мы в этом участвовать. Отступи полшага назад. Мы учимся, знаете, как детская игра, да, и нет, не говорите. Вот что-то такое по действию отчасти напоминает по аркану Верховная Жрица. Она именно таким методом, да, лучше условно надеть шапку-невидимку и отступить полшага назад, нежели кому-то что-то доказывать. Это бесполезно. Тут именно научиться как-то красиво говорить «нет», и таким образом вы сохраняете себя и независимость. Но, тем не менее, на пороге каких событий вы стоите? Тут может прийти информация для вас несколько неожиданно. Может открыться как какая-то тайна. Что это? Да. Нам пятерка жезлов вообще говорит, вам, мои дорогие скорпионы, не доверяя информации. У нас тут информационный бум ожидается. И не только на декабрь, на январь. У нас будет, знаете, как приходить то, что буквально, ну, достоверная информация. А будут приходить те новости, которым в принципе не стоит доверять, как фейковые новости. И аналитика, перепроверять все то, что вы слышите, для вас необходимо. Как будто научиться плавать в этом информационном хаосе с учетом аркана жрицы совершенно необходимо. И сохранять самого себя. Не включаться по пятерке жезлов, на вас могут даже воздействовать, что-то обещая. А на самом деле это не те люди даже, кстати, которые способны долго выдерживать эту траекторию. Утром пообещал, а к вечеру забыл. Вот где-то так. И это не потому, что кто-то там имеет свой план хитрый, коварный, а потому что люди вот такие. Я должна сказать, планетарно люди, каждый человек будет заниматься своим благополучием. Это вопросы дома, это вопросы пары, семьи, любви и денег. Ну или конкретно место вашего пребывания, жилища. И каждый будет стремиться где-то в свою пользу. Ну, это касается вне зависимости от знаков зодиака сейчас, потому что ретро-уран в Тельце таким или иным образом воздействует на каждого из нас. И поэтому, конечно, каждый дудит словно в свою дуду или смотрит какой-то свой именно объектив и то, что он хочет видеть. Поэтому вам-то в свой надо смотреть. И пусть даже вы столкнетесь с какими-то людьми, вам хорошо знакомыми, а все равно вам, возможно, даже к людям знакомым нужно несколько изменить либо отношения, либо вот с ними взаимодействие. Одним словом, беречь себя и свою независимость. И к чему это все идет? К новым возможностям. Где-то эта возможность будет напрямую к финансам относиться, потому что все то, что я сказала по тройке пентаклей, а тут туз пентаклей, это начало-начал. Это как зернышко, которое мы всадим в землю, а потом мы получим денежное дерево. Да, есть какие-то ваши цели, есть какие-то скиллы, навыки, ресурсы, которые вам доведется раскрыть по максимуму, и вы более чем останетесь довольны. Может быть, и в дальнейшем, ведь иногда это что-то проясняется или к чему все идет. Иногда туз пентаклей говорит о важной бумаге. Либо это документ, который вы получаете, или, может быть, тот, который вы оформляете, или пересматриваете, перезаключаете, как я говорила, переоформляете. Но это, правда, может быть какая-то судьбоносная бумага, которая для вас имеет большой смысл и вес. Тогда у вас получится что-то оформить или получить. Ну, у кого-то может быть банально виза, да, я, к примеру, а у кого-то подготовка к венчанию. Почему нет? Что там, чего ждать в сфере личной жизни? Здесь могут быть некоторые задержки, мои дорогие, которые именно бумаг и касаются. Карта нам говорит, все, наверное, в этот промежуток времени будет так, как было прежде. Нет тут каких-то глобальных перемен, но, тем не менее, вопросы финансов вам придется учитывать. Добрые дела наспех не делаются, вам карта тоже добавляет. По этой карте мы ведь ждем, когда плоды упадут к нашим ногам. И, может быть, есть тот регламент, который мы не можем ускорить по дням, а у вас активности тут как будто будет хватать. Поэтому в личной жизни, ну, тут я больше вижу именно в том контексте,
как это было, может быть, до этого времени. Но есть какие-то договоренности, может быть, решения. В принципе, мои дорогие, жизнь идет своим чередом, причем таким достаточно спокойным. Вот со стороны, может быть, совершенно третьих сил, третьих лиц, или это будет касаться вашей работы. Вот здесь на вас оказывают воздействие. Но если мы говорим взаимоотношения с близкими, да, ну, я тут не вижу какого-то форсажа такого сильного. Или наоборот, отношения для кого-то из вас это с теми же людьми, которых вы знаете, и это так вот умеренно, спокойно как-то развивается. Чего ждать в вопросах финансов? А вот тут ждите неожиданностей. Будь готов к неожиданностям, Скорпион нам буквально так карта говорит. И, кстати, карта скорости. Может быть, вам придется, правда, куда-то собраться и отправиться, не потерять время, потому что время для вас будет очень важно. У кого-то это будет с документами связано или с финансами, где-то я говорила, какой-то поворотный момент, а может быть, это даже как оказия, мои дорогие, когда вам нужно что-то увидеть своими глазами, для этого переместиться в конкретное место и совершить назначенную встречу или что-то увидеть своими глазами. Рыцарь жезлов, он готов к неожиданностям. Вообще люблю эту карту, потому что никакого застоя. Но тут на финансы, вот же в чем вопрос. Видимо, какие-то финансовые темы. Ну, большего внимания вашего требует, это правда, мои дорогие. Или, по крайней мере, пусть тут и вопросы даже личной жизни, пары, но ведь по финансам тройка пентаклей, шестерка пентаклей, финансовый успех. Тут тебе и туз пентаклей, где-то и семерка. Отчасти может подсказывать, что есть какие-то мысли по части денег, и вы это как-то обдумываете. И думать тогда, вот эти думы, кто-то может ну и дома тоже. То есть это есть какая-то задумка у вас, которая вас пока в покое не оставляет, это точно. Но, может быть, и какие-то неожиданности, как информация, и вас даже как бы высшие силы направляют к тому, чтобы рассмотреть какие-то альтернативные варианты, мои дорогие скорпионы, по части финансов, или иметь какой-то обратный план, да, план А, план Б, план С. Спрашивать у себя: хорошо, вот сейчас так, а если пойдет как-то иначе? А если пойдет как-то не так, что я буду делать? Вот тут как будто быть готовым к тому, что что-то скоро будет меняться. Сфера ваших достижений. Ух ты, тут много планов. Но из-за этих планов создается какая-то путаница. Вообще это хорошее настроение. Вам именно хочется чем-то заниматься. Но, видимо, так это вот разделить вам предлагает эта карта на что-то первоочередное, а потом уже какое-то второстепенное. Или когда вам придется план А, план Б, план С. Попробовали что-то одно, видите, не пошло, и быстро тогда переключиться на какие-то другие ресурсы или на другие методы, да, как вы будете действовать. Здесь есть всегда какой-то конфуз проходит по семерке кубков или какая-то путаница. Но по этой карте также идет ожидание бессмысленное, мои дорогие, потому что мы ждем. Ну, вы натуры очень деятельные, хотя тут разные же ситуации. Тут может быть какая-то тема на ваше достижение, которую вы хотите, именно вот ее, чтобы она продвигалась. А в жизни нашей бывает так, что мы, как знаете, должны подойти к тому, что нам интересно, но как бы в обход надо пройти, да? Или наоборот, как-то бочком в каком-то узком фарватере, совсем не так, как мы это в первоочередном моменте предполагали. Поэтому будьте готовы корректировать планы, но где-то не подзастрять, отчасти в приятных эмоциях. Тут что-то вам будет нравиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые скорпионы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, переходите на мой сайт. И я думаю, подсказок будет еще больше. Сверьте ваши планы с расписанием звезд. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.